Друзья, всем привет! Сегодня видео с ответами на очень и очень каверзные и интересные вопросы. Ну, во-первых, какой самый лучший грунт для орхидей и в какие грунты посажены самые дорогие мои орхидеи? Вот на эти вопросы я отвечу, покажу, все подробно расскажу. Кому интересно, сразу ставим видео лайк и переходим к этому видео. Итак, давайте я сперва прочту вам дословно комментарий, который мне написали в комментариях под видео, такое масло масляное. К сожалению, сам комментарий я скопировал себе, а автора этого комментария я не написал автора комментария. Значит, если вы сейчас смотрите, кто написал этот комментарий, отзовитесь в комментариях и напишите, удовлетворил ли я ваши вопросы своими ответами. Итак, вопрос, друзья, дословно звучит так. У вас столько разных посадок орхидей в разные грунты. Посоветуйте самый лучший грунт для посадки орхидей, который доступны большинству. И в какие грунты посажены ваши самые дорогие орхидеи? Вот, друзья, на эти вопросы я сегодня и хочу ответить. Итак, начну с того, что я собрал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, действительно, 6 орхидей. Да, действительно, на нашем канале огромное количество посадок во все возможные грунты. И, кстати, на заре, когда только-только я открыл канал и начал снимать про орхидеи в 2017 году, и вот в 2018 году я навсегда запомнил этот вопрос одной из мадам, где я в видео критиковал Ceramys грунт. На тот момент он был один из самых дорогих. И вот мадам одна мне написала, что вот когда ты купишь орхидею хотя бы 1000 за 10 рублей, и вот тогда ты вряд ли посадишь свою орхидею в этот мусор, а будешь покупать вот такие дорогие грунты, как этот Ceramys. В общем, друзья, к чему я это все рассказываю? К тому, что готовлю вас к тому, что самые дорогие орхидеи не обязательно сажать в самые дорогие грунты. Это точно, это факт, и я вам покажу. Но для начала хочу вам показать несколько орхидей, старушек, орхидей старушек, ветеранок нашего канала. Вот. Это орхидеи, которые мы, да, действительно сажали во всевозможные грунты. Вот орхидея, например, у нас растет пеностекло, керамзит и перлит. Абсолютно такой, знаете, грунт не гниющий. Растет она с 2018 года в этом горшке. Уже тут я уже 100 лет, 100-500 лет не мыл кашпо. И растет, собственно говоря, очень неплохо, цветет. Все у нее замечательно, корни, она чувствует себя прекрасно. Прекрасно себя чувствует. Ее надо пересаживать, потому что она уже давно переросла. Кстати, пользуясь случаем, надо удалить листики, которые уже тут 100 лет. Вот. Прекрасно она себя чувствует, ее давно надо было пересадить. Ну вот, считайте, сегодня у нас 2023 год, а сажали мы ее сюда в 2018 году. Следующая орхидея. Орхидея, у которой есть свой плейлист на канале, и отследить и проверить ее жизнь очень легко и просто. И когда мы ее покупали, и когда мы ее сюда сажали. Это Эдди Уайт орхидея. Биглип Эдди Уайт. У него свой плейлист у нас на канале. Вот он доращивает цветонос, цветет. Его тоже надо было бы давно пересадить, но он растет у нас здесь в двухкомпонентном грунте из обычного строительного керамзита и древесного, друзья, угля. Просто древесный уголь. Просто древесный уголь. И прекрасно себя чувствует тоже. Давно надо было пересадить, но вот руки пока не дошли. Еще одна орхидея, у которой тоже свой отдельный плейлист. Это орхидея Red Peacock. Здесь уже мы переходим к грунтам более естественным и органическим. Орхидея, которая когда-то, помните,
тех, кто смотрел канал с самого открытия, с 17-18 года, те помнят мои истории, как приключения с этой орхидеей. Как только я ее беру, каждый год эта орхидея не доцвелывала до конца. То есть постоянно с ней приключались какие-то истории с цветоносом. То я сломаю, то у нее что-то каким-то чудесным образом сломается. И вот в марте, по-моему, или в феврале 2018 года мы ее сажали вот в этот вот горшок. Вот с того времени она не пересаживалась с зимы, конца зимы, ну, по-моему, в феврале мы ее 18 года, вот сколько, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 лет, 5 лет она вот как раз в том самом мусорном грунте растет, про который та мадам, о которой я вначале рассказал, что мусорный грунт, это простая кора, немножечко там смешано древесного угля, а кора такая, знаете, маленькие пластиночки, от коры такая, знаете, слоистая, ну такая полу, можно даже сказать, зажравшийся архаман может сказать, что да, мусорная кора, но тем не менее, друзья, орхидея прекрасно себя чувствует, там корней видимо-невидимо. Орхидея уже за эти 5 лет уже вывалилась отсюда, 100-500 раз цвела, вон сколько у нее цветоносов. Ее надо было бы пересадить, но все, руки у меня никак не дойдут, потому что я ленивый и у меня не хватает времени на то, чтобы пересадить. Вот у нее даже корень, я камень убрал, а вон у нее корень зеленый под камнем. Вот, вот, пожалуйста, 5 лет в одном грунте, в мусорном, как называла эта мадам, не буду ее называть. Еще одна орхидея, которая имеет тоже свой плейлист отдельный, это ветеранша. Одна из первых моих орхидей, которой 100-500 лет уже. Это Шанхай. Ну, в этом году у нее скромненькое такое цветение. По отдельному ее плейлисту можно увидеть, как она у нас роскошно цвела. Орхидею, которую мы тоже пересаживали, можно посмотреть в этот мусорный грунт. Обычная, самая простая кора. Ой, капает. Самая простая кора. И двойной горшок, это тоже 18-й год, друзья. Мы ее сажаем, она прекрасно себя чувствует. Каждый год она роскошно цвела, но вот за исключением только этого года немножко так скромненько. Но при том, что мы ее вообще не удобряем, чтобы вы понимали, она у нас участвует в проекте орхидеи без удобрений. То есть она вообще у нас не подкармливается ничем иногда, то есть там чисто для профилактики триходермой проливаю этот грунт и все. То есть она без удобрений у нас. Уже последние, ну точно, 4 года это точно. 4 года это точно. Вот, друзья, тоже мусорный грунт. Дальше идем. Еще одна орхидея. Ветеранша. Это орхидея, ну, наверное, одна из немногих, которая на моей памяти переродилась. То есть, когда-то она была орхидеей Golden Apple Coral. Но она стала в один прекрасный момент, года 4 назад, да нет, 5 лет назад, первый раз, когда как раз мы ее пересадили, у нее тоже есть свой плейлист, она орхидея Golden Apple, плейлист у нее, мы ее сюда сажали в это кашпо, и как раз вы задавали вопрос, а как мы будем потом ее доставать, когда корни пролезли, и вот она уже 5 лет в этой посадке, и грунт здесь тоже обычная мелкая кора, купленная в обычном магазине в Leroy Merlin, такая, тогда она еще, помню, 2-литровый пакет 40 рублей, по-моему, стоил, если мне память не изменяет, но видео есть, все можно посмотреть, и мы сюда ее сажали, и вот так она себя прекрасно чувствует, друзья. Это вот лишь небольшая часть моих орхидей старушек, которые я вот так чисто достал, чтобы вот для примера вам показать. Значит, к чему я все веду? К тому, что орхидеи на самом деле
фаленопсисы, это эпифиты. Эпифиты — это, значит, воздушный эпифит, да. И им грунт как таковой, он не нужен. Грунт, он для того, чтобы удержать орхидею нашу в горшке. Орхидеи прекрасно могут жить и без грунта с открытыми корнями. Собственно, это их генетическое предназначение с самого начала. Они, как бы рождены жить в воздухе без грунта. Грунт им не нужен. Грунт — это для того, чтобы обеспечить устойчивость в горшках, да, либо вот как я живу в сухом, жарком климате, чтобы обеспечить влажность, да, потому что та влажность, которая в домашних условиях, не совсем как бы на 100% устраивает орхидеи. Вот поэтому мы их сажаем в кору, в другие грунты, которые могут задерживать влагу и отдавать потом корням орхидеи эту влагу. И здесь вопрос, когда мне задают, какой самый лучший грунт, я говорю, не так, мне очень часто еще задают такой вопрос: Георгий, вот купил орхидею, вот посмотри какая, во что ее лучше посадить? И я вот так отвечаю, что ее лучше посадить в то, в чем вы сможете обеспечить ей правильный уход, правильный полив, чтобы она была довольной. У меня вопрос: а в чем? А это уже зависит от того, первое, насколько вы готовы посвятить себя этой орхидее, да? Раз. И что у вас есть в доступности в продаже, это два. Когда говорю, насколько вы себя готовы посвятить орхидее, это я имею в виду, как часто и как долго вы можете тратить времени на орхидею. Например, я живу в сухом горячем климате, и мне уже отвечал на вопрос, почему ты не выращиваешь орхидеи с открытыми корнями? Да потому что у меня нет столько времени. Потому что с открытыми корнями в сухом климате мне нужно будет каждые 2-3 часа, каждый день эту орхидею корнями погружать в воду. Понимаете? Нежели если бы я жил где-нибудь там в Санкт-Петербурге во влажном климате, где мало света, солнца там, да, высокая влажность, и прекрасно себя бы чувствовали орхидеи с открытыми корнями. Либо, например, в тропиках, или в Сочи, или где-то там поближе к морю, да, к влажной среде, то тогда да, но я живу не в таком климате и много и часто не хочу тратить времени на полив орхидей, поэтому я сажаю орхидеи в какие-то грунты. Грунты разные. Да, действительно, очень много у нас грунтов, и органических, и неорганических. Вот я сейчас показал, старушки наши, мы много лет назад начали сажать в разные грунты, что орхидеи можно выращивать в разных грунтах. Но хорош тот грунт, в котором вы сможете обеспечить орхидеям влагу корням. Обеспечить врагу. Это может быть и керамзит, это может быть и кора, это может быть и древесный уголь просто, да, это может быть и вообще без какого-либо грунта, просто в емкости, периодически просто воду наливать, сливать, обеспечивать влажность. То есть нету такого понятия, какой самый лучший грунт. Такого грунта не существует. Самый лучший грунт — это тот, в котором вы сможете обеспечить полив своим орхидеям. Да, есть грунты чисто тактильно приятные, вот, например, как вареная кора, да, вот она, ее берешь, она в руках такая кайфовая, прям вот, даже вот просто смотреть на нее, трогать ее, вообще кайф, нюхать, вообще прям вот одно блаженство. И мы к себе, да, принимаем сразу, какой кайф будет орхидеи, если посадить эту кору. Но орхидеи все равно, во что вы ее посадите. Главное обеспечить ей аэрацию и влагу. Все. Этот грунт не должен быть слишком плотный, чтобы корни не задохнулись, да, и при поливе, чтобы не захлебнулись от нехватки кислорода, да, то есть вот такие вот условия. В каком грунте вы сможете обеспечить орхидеи свои поливу, правильным поливу, это будет самый лучший грунт. И вот такой вопрос, значит, в чем мои самые дорогие орхидеи посажены? Ну, с учетом того, что вы, те, кто смотрит постоянно канал, помните, недавно одну из дорогих орхидей мы посадили, там бабочка Клеопатра, да, она стоит там в районе там 20 с лишним тысяч рублей, посадили в вареную кору.
Наверное, одной из самых дорогих орхидей, фаленопсисов на сегодняшний день, гибридных, да, является орхидея легато. У меня есть плейлист про орхидеи легато, и я сейчас покажу одну из самых дорогих орхидей, за которую совсем недавно на Авито 100 тысяч рублей предлагали. Значит, покупатель хочет купить за 100 тысяч рублей, периодически выдает объявление на Авито, хочет купить орхидею, но вот предложений о продаже орхидей именно легато бабочек, не просто легато, да, который можно купить и за 10, 15, 20, 30, 40 тысяч рублей, это в зависимости от куста какого-то, да, а вот именно бабочек. Вот за такую орхидею предлагали 100 тысяч рублей, последняя цена. Вот. В чем она у меня посажена, друзья? Самая дорогая, друзья, моя орхидея посажена в обычную кору. Ну, конечно, не совсем обычную, но вот здесь вот кусочки обычной коры и кора. Есть видео про нее, где мы ее сажаем в эту кору. Где, сейчас я вам достану. Просто не видно, уже все темное, все темное. Это у нас здесь кора кубиками, просто порезанная кубиками. Смотрите, она напитанная, видите, влагой. Здесь у нас мох сфагнум, обычная кора, где-то кубиками, где-то просто обычными. Все. Вот он вам мой самый обычный грунт. Никакого серамиса дорогого за там бешеные деньги. Никакие компоненты дорогие. Вот самая обычная древесная кора. Есть орхидеи, тоже дорогие, посажены в керамзите с кокосовыми чипсами. Значит, никакой, подчеркиваю, друзья, самый дорогой грунт, который вы можете встретить в продаже, не будет панацеей. И орхидея в нем не будет себя хорошо чувствовать, если вы не обеспечите орхидеи надлежащий уход, а самое главное, правильный полив, соответствующий именно тому грунту, в который вы эту орхидею намереваетесь посадить, исходя из собственных возможностей и исходя из доступности тех или иных компонентов. Все, друзья, вот такие вот мои ответы на интересные каверзные вопросы. Все, всем пока.